В 2021 году Вооруженные силы России получили 13 истребителей, в том числе 2 истребителя Су-57. С 2012 года Военно-воздушные силы и морская авиация Военно-морского флота России получили 286 многофункциональных истребителей. Интересно, что ровно половина из них, 143, двухместные. ВВС и морская авиация получили различные типы истребителей. МиГ-29 СМТ – истребитель поколения 4+, является глубокой модернизацией обычного МиГ-29 с увеличенной дальностью полета и массой боевой нагрузки. Двухместный учебно-боевой вариант самолета МиГ-29 СМТ получил название МиГ-29УБ модернизированный. В отличие от СМТ, он не оснащается бортовой РЛС. С 2012 года ВВС получили 14 МиГ-29 СМТ и 2 МиГа-29УБ модернизированных. МиГ-29К и МиГ-29 Куб – это истребители корабельного базирования поколения 4++. Одноместные и двухместные варианты унифицированы. Они имеют идентичное оборудование и вооружение, а визуально отличаются дополнительным баком на месте второго пилота. Морская авиация получила 20 одноместных МиГ-29К и 4 двухместных МиГ-29 Куб. МиГ-35С и МиГ-35УБ – истребители поколения 4++, созданные широким использованием технологий истребителей пятого поколения, являются дальнейшим развитием самолетом МиГ-29К Куб и также имеет высокую степень унификации одноместного и двухместного вариантов. ВВС получили 8 МиГ-35, 5 в одноместном варианте и 3 в двухместном. Су-30М2 – двухместный истребитель поколения 4+, усовершенствованный вариант экспортного самолета Су-30МК-2 с расширенными возможностями по поражению наземных и надводных целей. С 2012 года ВВС пополнились 16 истребителями Су-30М2. Еще 4 истребителя были переданы в 2010-2011 годах. Су-30СМ – двухместный истребитель поколения 4++. Дальнейшее развитие многофункционального экспортного Су-30МКИ. Отличается от М2 наличием ПГО и двигателем с отклоняемым вектором тяги. А Су-30СМ2 – это полностью импортозамещенная модификация с расширенными боевыми возможностями. Морская авиация получила 22 Су-30СМ и 4 СМ-2, а ВВС получили 92 истребителя Су-30СМ. Су-35С – истребитель поколения 4++, созданный широким использованием технологий истребителей пятого поколения, является глубокой модернизацией самолета Су-27. С 2012 года ВВС получили 101 Су-35С, и еще 2 были переданы в 2011 году. Су-57 – истребитель пятого поколения. Достоинствами Су-57 является длительный сверхзвуковой крейсерский режим полета, внутренние отсеки вооружения и малая заметность в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. ВВС пополнились 3 истребителями Су-57. Кроме того, с 2012 года Вооруженные силы получили не менее 127 модернизированных истребителей МиГ-31БМ и авиационный полк истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Друзья, не забывайте ставить лайки и писать комментарии, это очень помогает в продвижении канала. Давайте посмотрим на поставки истребителей по годам. В 2012 году начались поставки Су-30СМ
В 2013 были переданы первые палубные истребители МиГ-29К «Куб». В 2015 было поставлено наибольшее количество типов истребителей. В 2017 году был передан сотый истребитель Су-30СМ. В 2019 ВВС получили два предсерийных МиГ-35. В 2020 был передан первый Су-57. А в 2021 первые истребители модификации Су-30СМ-2. Производством истребителей для вооруженных сил России занимаются 5 заводов. Производственный комплекс номер 2 РСК МиГ в Москве, Луховицкий авиационный завод имени Воронина в Московской области, Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» в Нижнем Новгороде, Иркутский авиационный завод в Иркутске и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. С 2012 года на поставку истребителей было заключено 18 контрактов, 15 из них выполнены, а 3 еще действуют. Это контракты на поставку 74 истребителей Су-57 и 30 истребителей Су-35С для военно-воздушных сил, а также контракт на поставку 21 истребителя Су-30СМ-2 для морской авиации. Теперь подведем итоги. За 10 лет Вооруженные силы России получили 286 многофункциональных истребителей. Из них 236 получили военно-воздушные силы, а 50 – морская авиация. На начало 2022 года на поставку истребителей действуют 3 контракта, по которым до 2028 года должны быть поставлены 115 истребителей. И в заключение посмотрим, сколько истребителей Вооруженные силы России могут получить в 2022 году. КНААС планирует передать ВВС 7 Су-35 и 4 Су-57, а Иркутский авиационный завод может передать до 10 Су-30СМ-2 для морской авиации. На этом все. Ставьте лайк и пишите в комментариях, какое количество истребителей для российской армии вы считаете рациональным.